Если вы поищете, то вы найдете признание ученых о том, что эта теория ошибочная. Это теория холестеринового происхождения атеросклероза. Ну, теория, которая говорит атеросклероз в сосудах от холестерина. Почему это глупость мультимиллиардных оборотов? Эта теория потому глупа, потому что никого в мире еще, никого в мире не вылечили от атеросклероза приемом холестерин снижающих препаратов. Повторюсь, никого в мире не вылечили от атеросклероза сосудов приемом холестерин снижающих препаратов. В чем прикол? Прикол в том, что не холестерин стал причиной атеросклероза. Потому что холестерин, вот сосуд, например, и холестерин в нем всегда плавает. Холестерин, липопротеиды разной плотности, они всегда плавают в крови, всегда. Но пока стенка сосуда идеальная, гладкая, здоровая, холестерин к ней, ну как бы сказать, не придолбется. Ему незачем туда долбаться, к этой стенке. Вот он начинает к стенке присоединяться, холестерин, когда она плохая, когда она болеет. А болеет она потому, что мало капилляров. А мало капилляров потому, что люди курят, стареют, интоксикация разная, запоры, жизнь в городе, гипертония, стресс, диабет. Вот почему. Капилляров стало мало. Те капилляры, которые кормят стенку. Стенка стала плохой. Холестерин смотрит, ох, так стенку надо лечить, штукатурить. И крупномолекулярный холестерин начинает откладываться на эти стенки, делая, ну, то, что называется в доме как шпаклевка или замазывание, нанесение. То есть он начинает тратиться сюда. Поэтому в организме включается механизм повышенной выработки крупномолекулярного холестерина. Это же просто, это теория описана в 70-е годы, тогда же, капиллярная теория атеросклероза, тогда же, когда и холестериновая, их было две, сейчас 5, но сосудистой нет. Если вы почитаете про атеросклероз и попробуйте понять, есть ли там сосудистая теория, то ее спрятали, ее как бы убрали. Ее скрыли от всех глаз, для того, чтобы правда не была видна. Почему? Да, просто очень. Потому что, когда эти две теории были, ученые, условно, одни ученые толкали холестериновую теорию, другие сосудистую. И все приходили за бюджетом. Ну, куда-то за бюджетом. Там, кто-то выделял бюджет на науку. Приходили ученые и говорили, мы хотим развивать холестериновую теорию, а мы хотим сосудистую. И те, кто выделяли деньги, они спрашивали у самых великих ученых, скажите, а какую теорию можно доказать? И вот в 70-е годы холестериновую теорию уже можно было смотреть в биохимической лаборатории. Видеть холестерин такой, такой, туда-сюда. А сосуды еще не можно было смотреть, потому что не было аппарата УЗИ. Все. Вот это историческая шутка такая. Злая историческая шутка. Когда аппарата УЗИ не было в 70-е годы. Вырвалась вперед холестериновая теория. В нее вложили, я не знаю сколько денег. Просто там немерено денег вложили во всем мире. Развили кучу научных работ, докторских диссертаций, докладов, выступлений, журналов и всего-всего. Это я к тому, что когда вы говорите ученые доказали, то надо понимать, что они доказывали и вообще как был поставлен вопрос и как осуществлялась, ну как бы сказать, вообще вся вот это вот механизм доказательств научных. Потому что доказать можно такой бред и потом через 50 лет сказать, ой, извините. Ну так, с холестериновой теорией. Сегодня, через 50 лет, ученые как бы вот тихо между собой хотят сказать, ну, наверное, да. Как бы нет ни одного доказательства того, что холестерин виноват. Ну, нету. Да, когда мы смотрим, что атеросклероз в сосуде есть и холестерин повышен, эти два обстоятельства вместе идут. Но что является причиной, что следствием? Сосуды, капилляры уменьшились, холестерин начал откладываться, потому повысился его уровень.